Это было какое-то странное явление, скорее чудо. Непонятно откуда и по какой причине в наших лесах стали появляться белые волки. Они не были альбиносами, у них был довольно темный серый подшерсток, но основная шерсть была совершенно белая. Как же это красиво смотрелось на бегу, когда шерсть переливалась в потоках ветра. Откуда мы знаем? Да, мы все это видели. Когда появились эти волки, они не прятались от людей, но и не нападали. Волки поселились неподалеку от деревни, устроили логово в естественной пещере под небольшой скалой и стали просто жить. Сначала все жители деревни сполошились. Волки, волки, надо что-то делать. Но благородные животные не собирались нападать. Они вели себя спокойно, не проявляли никакой агрессии. А когда вывели из леса заблудившуюся корову, которую все давно считали съеденной, жители деревни были просто ошарашены. 3 больших самца провожали ничего не понимающую корову до самой деревни, 2 с боков и 1 подгонял телушку сзади. У всех, кто это видел, просто отвисли челюсти. Волки подошли совсем близко, к самой деревне, немного постояли, убедившись, что корова отправилась в нужном направлении и легкой трусцой вернулись в лес. Зрелище было просто незабываемое. С тех самых пор волки как бы оберегали жителей деревни. Уж не знаю, чем мы заслужили такие почести от диких хищников, и слава богу, что в нашей деревне не оказалось ни одного охотника, ни профессионала, ни любителя. И вообще даже ружья ни у кого не было. Да, и железнодорожная станция от нашей деревушки была довольно далековата. Всегда волки провожали одинокого путника из деревни в деревню. Если люди ехали на подводе, на велосипеде или на машине, что редкость в наших краях, волки почти никогда не появлялись. Но стоило пойти пешком, как можно было заметить краем глаза ненавязчивого, аккуратного белого провожатого, словно ангела, шедшего за тобой. Когда появились эти волки, была зима. Сначала все думали, что весной необычный окрас пройдет. Однако и летом волки продолжали оставаться белоснежными. Были ли они друг другу родственниками? Сложно сказать. Может, у них был какой-то общий предок. Что за генетическая мутация так отразилась на животных, сложно сказать. Перемена в генетическом коде изменила не только шерсть и повадки этих животных. Такие восхитительные у них были глаза ярко-голубого цвета. Даже знаменитые глаза хаски были не так яркие. Кто-то из жителей усматривал что-то мистическое в поведении и во внешнем виде волков и, уж точно, в их неожиданном появлении. Другие люди утверждали, что вовсе это и не волки, а одичавшие собаки, ну или, по крайней мере, скрещенные с собаками волки, что объясняло их внешний вид и поведение. Когда появились в деревне эти волки, я была еще совсем маленькой, но я отчетливо их помню. Каждый раз, когда дети шли в лес по ягодам или по грибам, волки охраняли нас. Опять-таки очень ненавязчиво, находясь постоянно поодаль, они спокойно переходили с места на место за нами и провожали до самой деревни. За пропитание волков никто не беспокоился. В наших лесах навалом водилось парнокопытной дичи. Кабаны, лося. Очень редко нам попадались даже косули. Так что волки были сыты и не трогали людей. Однажды со мной произошел такой странный случай. Мне было около 6. В школу еще не ходила, но уже считала себя совершенно взрослым и самостоятельным человеком. Теперь уже и не помню, что понесло меня тогда в лес одну. Вряд ли за подснежниками. Я знала, что летом их уже нет. Может, за ландышами, а может и вовсе за грибами или ягодами. Первопричина была не важна, важно было то, что я оказалась в лесу одна. Ягодка за ягодкой, цветочек за цветочком, грибочек и все, кругом деревья, все одинаковые и в какую сторону идти. Естественно, я заплакала. А толку,
никто не слышит и не видит. Ну или почти никто. Из кустов тут же появилась белоснежная морда и уставилась на меня своими ангельскими глазами. Животное присело ко мне почти вплотную и слизало соленые слезы со щеки. Я улыбнулась. Было щекотно. Это оказалась волчица. Я, правда, не сразу догадалась, а только потом. Все-таки это были волки. Следы, как у волков, строение тела, узкие морды, раскосые глаза. Они были очень большие. Может, потому что были белые, потому и казались крупнее. Я, 6-летняя девочка, довольно рослая, была для своих лет, но когда волчица сидела рядом, ее голова была больше моей, и ей пришлось наклоняться, чтобы слизывать мои слезы. Затем животное увлекло меня за собой. Я совершенно не боялась следовать за ней. Может, они обладали какой-то телепатией или могли внушать людям спокойствие и отсутствие страха. Волчица привела меня к своему логову. Это было не то логово, в котором они поселились, а другое, новое. Где было старое логово, знали все. От него я вмиг бы добежала до дома. Это было новое место. Я протиснулась в узкий проход и оказалась в просторной пещере. Тут не было полнейшей темноты, откуда-то струился мягкий ровный свет. Внутри были волчата, маленькие, еще слепые. Я хорошо знала, что волки щенятся раннюю весной, но вот сейчас было лето. Я точно помню, что дело происходило летом. Или все-таки весной. И я все-таки оказалась в лесу в поисках подснежников. Не помню, как жаль, что я не так все хорошо помню. Я присела рядом и стала гладить волчат. Они были такие миленькие, такие хорошенькие. Мне просто хотелось пищать от восторга. Так я поняла, что это волчица. Она была не против, чтобы я трогала ее детей. Не помню, сколько их было, может 5 или может 7, но точно помню, что было довольно много. Стало понятно, что стая собирается разделиться на 2. Волчица зачем-то принесла меня знакомиться со своими детьми. Может быть, она хотела, чтобы они с детства знали запах человека, или я просто оказалась в нужном месте в нужное время. Вскоре стемнело. Волчица легла к нам и позволила мне прижаться к ней, чтобы согреться. Утром она вывела меня из леса и отвела в деревню. Там, конечно, все уже с ума сходили, но были дико рады моему появлению. Мама потом рассказывала, что была уверена, что меня спасут волки. После того, как волчица вывела меня как ту корову, мама еще долго при случае в шутку называла меня коровой. Когда я стала подростком, мама перестала так шутить, потому что я уже научилась обижаться и даже на маму. Шло время, и вдруг кто-то стал истреблять наших волков. Какая-то тварь, мерзкая гадина, отстреливала наших ангелов-хранителей, наших защитников. Это точно были не местные. Но кто-то, видимо, где-то рассказал о таком чуде. И нашлись люди, которые просто захотели истребить. Их просто отстреливали и даже не забирали с собой. Помню, как я наткнулась на молоденькую волчицу. Видно было по всему, что у нее есть дети. Маленькие белоснежные волчата. Но мать уже не сможет ничего сделать для них. Бедняжка тяжело дышала и пыталась встать. Ранение было слишком ужасно. Я никогда не забуду ее метающийся, отрешенный взгляд. Я бросилась к ней в попытках помочь или хотя бы облегчить страдания. Случайно наши взгляды встретились. Тут меня накрыло какое-то видение. Я поняла, что последние мысли погибающей волчицы были только о ее малышах, о ее детях. Я смотрела в эти небесно-голубые глаза, мое сердце просто разрывалось от ужаса, от боли, от бессилия. И вдруг я четко увидела то место, где были у нее волчата. Это было то самое место, где я провела ночь в детстве. Волчица, конечно же, не была той самой. И даже не из тех щенков, что я тискала.
Слишком много прошло времени. Возможно, та хищница, что спасла меня и вывела домой, была прабабушка или даже прапрабабушка этой бедняжки. В ту самую секунду голубые глаза, красивее которых я не видела в жизни, остановились навсегда. Они остекленели и больше уже не видели ничего. Надо было действовать и принимать решения молниеносно. Я разыскала то самое место, только ближе к ночи было уже темно. Забравшись внутрь, я обнаружила 5 белоснежных щенков. Они были побольше тех, что я видела в детстве. Сбившись в кучку, малыши с любопытством наблюдали, кто это к ним пожаловал и где их мать. Обливаясь слезами, я легла к ним, сгребла в кучу и закрыла глаза. Волчата стали слизывать мои слезы, как когда-то их прабабушка. Все мы вместе уснули. Утром я уже знала, что делать. Эта ночь полностью перевернула мою жизнь. Теперь я знала, что буду делать, кем буду и кому посвящу свою жизнь. Соорудив из своей куртки нечто вроде сумки, я поместила туда белоснежных волчат и понесла домой. Никто не видел, как я принесла их к себе. В деревне знали, что на волков ведется охота, все были возмущены до глубины души, но никто не мог выяснить, кто затеял эту резню. Я не хотела, чтобы о волчатах знал хоть кто-то, неизвестный еще, чем бы это кончилось. Какое-то время я держала их дома, но осенью вопрос практически встал ребром. У нас осталась от деда заимка довольно далеко в тайге. Я плохо знала, где это, была там один раз, но все же решила рискнуть. Собрав волчат, я тронулась в путь. Больше года мы прожили с ними на заимке. Как волчица, мне пришлось обучать их охотиться, прятаться и ладить друг с другом. Потом я их отпустила. Когда вернулась домой, то долго плакала. Как оказалось, все волки были просто нещадно истреблены. Успокаивая меня, бабушка сказала, что давно догадывалась. Ведь человек — это такая скотина, что сойди к нам, ангелы с небес, мы рано или поздно их либо препарируем, либо перестреляем. К сожалению, в ее словах было больше горя, чем успокоения. Я получила 2 образования биолога и ветеринара. Успешно вышла замуж, и у меня родилась чудесная дочка. Недавно мы ходили с ней по лесу, и я рассказывала ей историю о белоснежных и голубоглазых ангелов, сошедших к нам с небес в обличии волков. Как вдруг рядом с нами в кустах что-то зашуршало. С замиранием сердца мы с дочкой уставились в ту сторону. Странная мысль мелькнула вдруг у меня в голове. Из кустов выпрыгнул заяц и стремглав помчался по опушке. Мы с дочкой выдохнули и стали наблюдать, как он закидывает задние лапы. Краем глаза я заметила, что из кустов вместе с нами за зайцем наблюдает белоснежный силуэт с голубыми, словно бирюза, глазами. Он просто не хотел пугать ребенка, моего ребенка. И потому отпустил косого. Вернулись волки, белые волки, жива моя стая. Вот такая трогательная история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего!